В современном автомобилестроении бензиновый фильтр перекочевал из подкапотного пространства прямо в бензобак автомобиля. И я помню, когда на Москвиче 2141 мы с отцом меняли эту пластиковую прозрачную колбу практически каждый год. Ну, потому что видели, как она загрязняется. И, в принципе, сколько мы проезжали? Ну, не больше 10 тысяч километров. Потом на Toyota Carina E там уже был фильтр колбой, но уже полностью металлизированный и закрытый. И поэтому не было возможности определить, в какой же степени загрязненности сейчас находится фильтрующий элемент. Поэтому я придерживался определенного регламента 30, 35, 40, 45 тысяч километров. Но сама процедура по замене все была такая же простая. Фильтр находился в подкапотном пространстве, и можно было без проблем освободить два хомута и тем самым... Приветствую! Освободить два хомута и тем самым полностью произвести замену. Но какую тенденцию мы наблюдаем сейчас? Передо мной автомобиль Subaru Outback 2015 модельного года по прозвищу Кремень. И его фильтр бензиновый сейчас похож на что-то вот такое. Да, получается, что его бензиновый фильтр, плюс еще бензиновый насос и сам датчик уровня топлива, все находится в единой корзине и спрятано в бензобаке. И для того, чтобы его обслужить, придется демонтировать заднее сиденье, раскрутить крышку и как бы произвести вот эту замену. И дело в том, что не каждый сервис берется за замену и переборку вот такого фильтра, потому что, ну, это, наверное, не такая уж простая процедура. И даже официальный дилер говорит о том, что незачем туда особо лезть, ведь обслуживание такого бензинового фильтра имеет рекомендательный характер, и он идет где-то уже 90-100 тысяч километров пробега. И насколько я понял, даже официальный дилер Subaru меняет вот эту часть в сборе, то есть получается со всей корзиной, с бензиновым насосом, со всеми датчиками, потому что, ну, как бы вынул элемент, поставил элемент готовый. Но если фильтрующий элемент не требует замены, то как же быть с запчастью? Она же существует. Кто-то из сервисменов даже сказал, что этот фильтр, он необслуживаемый и рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. И стоит его поменять только в том случае, если что-то случилось с бензонасосом и придется его там отремонтировать там, или полностью заменить, тогда есть смысл поменять и вот эту вот запчасть. Потому что если все как бы катается, ездит, заводится, нету провалов при нажатии на педаль газа, то можно туда и не лезть. Вот. Ну а что ж случилось? Почему раньше мы меняли фильтры раз в 10 тысяч, потом в 30, 45, 60, теперь в 100? Что, бензин стал чище? Или, может быть, бензиновые фильтра стали меньше забиваться, перестали забиваться, я бы даже сказал? Или же так случайно получилось, что 100 тысяч – это тот самый гарантийный срок эксплуатации транспортного средства, а дальше ты уже сам думай, что тебе делать. В этом видео я постараюсь максимально подробно рассказать, как можно заменить бензиновый фильтр. И мы вместе с вами в конце видео разрежем его и посмотрим, насколько загрязнен фильтрующий элемент. И действительно, как бы стоит заниматься такой процедурой, или можно на все забить и продолжать ездить и 100, 200, и 300 тысяч, и ни о чем не запариваться. Поэтому сейчас я переоденусь, и мы продолжим. Перед тем, как мы начнем разбирать салон, чтобы добраться до корзины в бензобаке, нам нужно снять напряжение, то есть избыточное давление в бензопроводе. Для этого открываем капот, находим бокс с предохранителями, снимаем крышку. Нам нужно здесь найти предохранитель, который отвечает за бензонасос. Он получается у нас вот этот, 20-амперный Fuel. 3, 4, 5. Вот он. Желтенький 20-амперный. Нам нужно запустить будет сейчас движок и вынуть его во время того, как двигатель будет работать. Потому что если мы вынем сразу, на некоторых моделях может потом двигатель и не запуститься. Кстати, пробег у меня сейчас уже почти 105 тысяч километров. Берем вот эту прищепочку и вынимаем наш предохранитель. Крепко зажимаем и выдергиваем. Теперь получается, как только движок заглох, значит давление уже частично ушло. Что нам нужно сделать, так это еще открыть сам бензобак. Я рекомендую открыть сам бачок и стравить излишнее давление.
Мы будем иметь дело с бензином и электрикой, поэтому нужно быть предельно бдительным и аккуратным, внимательным. Следующее, что мы сделаем, это снимем клеммы с аккумулятора и обесточим автомобиль. Сам бензофильтр у нас находится прямо за передним пассажиром на заднем ряду с правой стороны. То есть для того, чтобы нам добраться до него, необходимо будет снять саму сидушку, сам диван. Для тех, кто не знает, как это сделать, я сейчас все покажу. Для того, чтобы добраться до лючка, где находится бензонасос и бензофильтр, необходимо снять вот эту сидушку, то есть вот этот диван. Она держится на клипсах. Они находятся вот здесь вот. То есть его можно нащупать пальцем и не дергать, просто прикладывая излишнюю силу, пока не обломите вот эти крепежи. Дело в том, что они существуют нескольких видов. Ну, два самых распространенных. То есть либо нужно будет нажать на кнопочку, и тогда сама сидушка откинется, либо просунуть два пальца и дернуть. То есть тем самым освободить крепеж. Как вот в моем случае. Сейчас я это покажу. Слегонца потянув на себя, зажим выскакивает, и у нас легко снимается сидушка. То же самое мы сделаем сейчас с той стороны. Находим его, зацепились, потянули и вынимаем. Вот она, кстати, как работает. Два пальца заходят, и мы просто вытягиваем его. Тем самым отщелкиваем крепление. Если ваш диван, как и у меня, имеет какой-то штекер, его необходимо обнаружить и снять до того, как вы будете дергать сидушку. А теперь с легкостью вынимаем наш диван. Под этим лючком находится наша корзина с бензонасосом и бензофильтром. Выкручиваем эти 4 шурупика. Аккуратно приподнимаем лючок и освобождаем клипсу с проводами. Угу. Здесь достаточно грязновато. Наверное, я сейчас, чтобы ничего не попало в сам бензобак, аккуратненько это все дело смету. Ну вот совсем другое дело. Как было и как стало, посмотрите. Обожаю, когда все чисто, хорошо. Вот эти клипсы аккуратненько нужно поддеть, но чтобы не сломать. Просто высвободить. Вот таким образом. Поддеваем с одной стороны, поддеваем с другой. Клипсы полностью освобождаются. Лучше чем-нибудь сразу попытаться накрыть и тем самым не дать разлиться бензину везде и обрызгать вас. Так, первая пошла. Достаточно хорошо. Отлично получилось. Даже если сюда нальется, ничего страшного. Здесь есть небольшое отверстие. Все выльется на землю. Так, и последнее. Скорее всего, здесь будет брызгать. Ага. Смотрите, мы полностью сняли давление с нашего бензопровода, поэтому почти ничего не забрызгало. Отлично, великолепно. Хорошо сработали. Вот эту черную прокладку и, в принципе, саму корзину удерживают только вот эти вот болты на 8 мм. Сейчас мы их аккуратненько выкрутим. Кто, кстати, не смотрел мое видео про обзор этого гайковерта, я оставлю ссылочку в описании, посмотреть обязательно, потому что там я его еще и умудрился отремонтировать. Так как после того, как я открутил всего 20 гаек, он у меня сломался. А что именно сломалось, я обо всем рассказываю в видео. Теперь мы полностью готовы вытащить нашу корзину, больше ничего не держит. Но не спешите, очень аккуратно дальше, потому что здесь находится поплавок, который и отвечает, и помогает нашему датчику отслеживать уровень топлива. А вот и наш поплавочек. Все с ним хорошо. Отлично. Так, все прокладки мы промоем, протрем, высушим. С двух сторон корзины мы видим такие металлические направляющие. Даже в одной из них есть пружина. Вдавливаем. Мы видим здесь стопорное кольцо. Убираем его. Отсоединяем штекеры.
Ошибиться с ними будет невозможно. Один побольше, другой поменьше. Снять вот эти зажимы у корзины. Просто их разжать, вот и все. Так, еще зажим вот здесь. Так, таким образом у нас выходит полностью из корзины наш фильтр. Отлично. Мы его еще здесь промоем. Почему-то он там оранжевый стал. Еще раз давайте посмотрим, насколько у нас разница. И если она вообще по фильтру. Да нет, все один в один. В принципе, можно просто брать, перебирать. И порядок. Итак, у нас есть два фильтра, новый и старенький. Теперь все, что нужно сделать, это переставить все, что мы найдем здесь, сюда. Ух ты! Так, ну что, теперь у меня есть точно такой же, но новенький фильтр. Благодаря моему подписчику я его приобрел. Хотя, в принципе, думал, что, ну, что там с ним будет. Это просто сеточка. Его можно было просто промыть, не знаю, очистителем карбюратора. Но если вы все-таки решили заняться таким вопросом, да, и это делается всего там раз в 100 тысяч, то, наверное, купить сеточку и заменить ее, ну, было бы идеальным решением. Тоже не оригинал сетка, но выглядит очень-очень хорошо. Да. Здесь мы видим наш замечательный бензонасос. Вот как раз вот до чего нужно будет добраться, если его нужно будет заменить. Большая камера постоянно разряжается, поэтому постараюсь сейчас показать. Смотрите, самое главное, когда мы вынимаем наш бензонасос, внутри находится вот это вот уплотнительное кольцо. Его больше нигде нет. Его мы должны забрать отсюда. Очень часто бывает такая ошибка, что когда меняют вот это кольцо, забывают внутри старого фильтра. А в новом, ну, думают, что он должен быть здесь. В новом его нет. Именно поэтому мы должны его туда поставить. Смазывать его, кстати, ничем не надо. Он просто вот бензином самим. Как смазали, все. Устанавливаем. Так, все готово. Еще раз проверка. Все идентично. Все, что мог, переставил. И внутри она прям такая уже какая-то, смотрите. Он налет. Похоже, уже давно нужно было заменить его. Возьму-ка я немножко очистителя карбюратора. Так, еще разок. Кое-что из этих зажимов не зашло куда надо. Еще разок. Так, ну вот, в принципе, и все. Я все собрал. Все штекеры подключил. Все как было. В принципе, по аналогии делал. Ну, трудностей почти не возникло. Очень туго шло только, получается, вот в это кольцо сам бензонасос. А так, в принципе, достаточно простое мероприятие. Ну что, теперь надо его установить обратно и попробовать запустить машину. Кстати, почему-то у меня на фильтре написано, что сделано в Соединенных Штатах Америки. Денсе. С ума сойти. Саму прокладку тоже рекомендуют менять. Но на самом деле я вот
Не вижу вообще смысла это делать, потому что она никак не деформировалась. Очень хороший, толстый слой резины. Тут она, не знаю, будет служить и служить. Поэтому, ну, если кому-то надо, меняйте. Ну, лично я такой как бы необходимости не вижу. Сейчас протрем ее и обратно поставим. Так, вот и все. Собрали мой фильтр. В принципе, выглядит точно так же, как был, даже еще лучше. Очень аккуратно с этим замечательным поплавком. Он очень хрупкий. Поэтому сначала его запускаем, а потом и всю корзину. Да, вот так намного лучше. Если вам кажется, что что-то не очень хорошо садится, попробуйте развернуть немножко прокладку. Маленькая зеленая прокладочка. И основная часть тоже имеет канавку, и она прям как раз в пазик и заходит. Кстати, здесь уровень затяжки 5 ньютон-метров, поэтому особо перекручивать не стоит. Можно запросто у таких болтов сорвать резьбу. После того, как мы затянули все болты, все проверили, никакой не остался не затянут, одеваем наши шланги. Просто до упора и защелка. Все. Здесь то же самое. А теперь давайте подключим наш штекер, но не спешим сразу же закручивать, потому что мы хотим еще проверить, нет ли никаких протечек. Отлично. И такой момент. Я сижу еще на одном люке. И хочу его тоже вскрыть и посмотреть, что там. Потому что у меня еще осталась вот такая вот сеточка. Думаю, если она где-то должна стоять, то только там. Поэтому сейчас открою ее и посмотрим, что там есть. Сняв крышку, я здесь, в принципе, обнаружил то же самое. Только здесь один штекер бензопровода. Опа. Даже захряс. А что здесь? Ага. За вот этой резиночкой еще один болтик. Он как придумано. Как будто вот говорит о том, что не надо сюда лезть. Но мы все равно залезем. Нам же интересно, правильно? Ну да. Смотрите-ка. Вот она, вот эта как раз сеточка, которая у меня есть. Которую я сейчас заменю. И поплавок. Но поплавок такой прямо вот. Хрен два ты его вытащишь. Ага, вот. Отличненько. Где моя сетка? Отлично. Оп. Класс. На своем месте. Супер. Ну что, ставим обратно. Есть. Все, с фильтрами мы закончили, так что обратно ставим клеммы аккумулятора. Нам еще нужно будет потом дроссельную заслонку обучить, поэтому сразу не запускаем двигатель, а включаем только зажигание и даем ему секунд 5-10. Потом выключим зажигание, 5-10 секунд выждем, и потом снова включим зажигание. После этого можно будет только запускать двигатель. Этого времени достаточно для того, чтобы дроссельная заслонка приняла там какие нужны позиции, и мы начали с ней работу. Не терпится запустить, чтобы никаких протечек не было, самое главное. Ну и, конечно, никаких ошибок. Так, не забываем вернуть обратно наш предохранитель. Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Выключаем. Ждем секунд 5-10. Еще раз можно выключить.
Так, запуск прошел легко. Надо проверить все на протечке. Слышно, как работает насосик. Все, дроссельную заслонку я обучил, так что все работает, ничего не подтекает. В принципе, я работой доволен. Не хочу сказать, что что-то было сложное, ну просто требуется чуть больше внимания, наверное, к мелочам, таким как, чтобы прокладки, которые остались на старом фильтре, обязательно перекочевали на новый. Ну а теперь, как и обещал, давайте разрежем, посмотрим, что же там внутри. Ну сначала вот этот вот маленький, который в принципе можно было и не менять, я так понимаю. Ну, он поменял цвет, но ничего такого сверхъестественного нет, да. Вот тут немножечко там какие-то потертости и все. В принципе, хороший фильтр был. Так, сеточка первая. Давай ее разрежем, посмотрим. Вот смотри, несколько слоев. Ну, в принципе, грязный, ну ничего такого критичного я не вижу. Можно было, в принципе, тоже промыть и не менять. Ну, коль 100 тысяч, поменять особо не представляет труда. Самое основное, все, что удерживает всякую грязь, там, да, вот какую-то окалину, песок, какие-то еще частицы, крупицы, это вот этот наш фильтр основной. И только благодаря ему в наши форсунки и инжектор не идет всякая дрянь. Давай распилим его. Я не буду его пилить болгаркой, потому что может произойти и возгорание. Там мало ли что. Поэтому придется попилить вручную. Да, я вот это отсоединю, чтобы она мне больше не мешалась. Кстати, все номера я тогда оставлю ссылочкой в описании. Жесткий пластик, капец. О, посмотри только на это. Сейчас мы еще достанем его. Ага. О. Это такая многослойная бумага. О, глянь. Бензиновая бумага. Смотри-ка, смотри-ка. Какие-то крупицы здесь, как песок. Вряд ли они должны были бы здесь находиться. Если это то, что было в самом бензине, то тогда фильтр просто молодчина, что смог это все остановить. Видишь, она получается волокнистая. Понятно, нет? Наверное. О, какая. Ну, смотри. Какой-то песок все-таки есть. Кстати, сейчас, как стало холодно, у меня расход топлива увеличился до 13, там, 13,5 литров. Поэтому сейчас вот как раз замеряю, посмотрим, что будет. Если расход вдруг упадет, то станет понятно, что все-таки фильтр требовал замены. Ну а если вам видео было интересно и познавательно, не скупитесь на лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Перетягин. Всем огромное спасибо за просмотр и пока. До новых встреч в эфире.